Дуже рада бачити вас у своєму саду під Києвом. Я Светлана. И сегодня, как и обещала, я расскажу вам про гортензии. Видео будет полезно-развлекательное. Мы научимся определять сорт метельчатой гортензии по цветам. Я вам покажу в начале видео короткие ролики и опишу ее, а в конце мы увидим, какой же это был сорт. Можно просто полюбоваться и проверить свою интуицию. Только чур в ответы не подглядывать. Первый сорт гортензии будет несложный, чтобы вам было легко угадать. Она представлена миру совсем недавно, в 2018 году. Ее называют гиацинтовая гортензия. Почему? Потому что у нее цветы похожи на гиацинты. Это съемки сегодня, 27 сентября. Нашла несколько соцветий на своих многочисленных кустиках, и выглядит она вот так. Гортензия имеет небольшие соцветия согласно своему небольшому росту, среднему. Она всего 1,20 м, 1,40 м в высоту и 70 в ширину. Постепенно ее цветочки немножко розовеют. Хотя у меня вот это единственное, которое я нашла, розовые цветы. Все остальные салатовые. И особенно та, которая растет возле лавочки. Думаю, этот сорт вы легко определили. Соцветия у нее средне-большие, до 40 сантиметров по высоте. И достаточно компактные. Такая узенькая пирамидка. Думаю, было вам несложно ее определить. Ну а мы двигаемся дальше. Следующий сорт не менее красив и шикарен. У меня растет и в штамбах, и в кустовых формах. Зацветает одним из первых. Имеет фертильные стерильные цветочки. Немножко ароматен. Соцветия большие. Я бы даже сказала огромные. До 60 сантиметров. Цветы на коротеньких таких ножках, и соцветие немного рыхлое. Расцветает белым, со временем меняет свой цвет на вот такой мультиколорный. Розовые, салатовые, многочисленные цветочки, некоторые даже немного таких пурпурных оттенков. Красивая гортензия, рослая, большая. Ну и следующий номер, 3. Гортензия, которая в этом году меня очень удивила и порадовала. Куст небольшой, среднерослый. Гортензия меняет цвет на пурпурно-винный. Такие оттенки. Фертильные и стерильные цветочки. Распускается белым. Вам, конечно, немножко легко будет, потому что вы мои клумбы знаете, что это за гортензия. Наверное, вы уже догадались. Вот такая беленькая она распускается. Видите, фертильные цветочки небольшие. А сейчас очень красиво. Следующая съемка, это буквально час назад я из сада пришла. Соцветия у нее небольшие, до 35 сантиметров. Но их очень много. И ее желательно сажать на солнышке. Тогда она будет просто шикарна. Ну и следующий сорт гортензий, который я вам предлагаю определить, испытать свою интуицию. 4. Вот так выглядит она на сегодня, на 27 сентября. Лепестки круглые. Это у меня соцветия, которые черенкованные. Вот так выглядят тоже. Тут я нашла немножко белее.
Этот сорт распускается белым, постепенно меняет вот на такой конечный ярко-розовый. Промежуточный вариант бело-розовый, соцветия большущие, ветви сами себя не держат, соцветия. Нужна опора. Лепесточки, как монетки, собраны друг к другу. Гортензия рослая, красивая, большая, и думаю, вы ее узнали. Ну а сейчас я вам предлагаю узнать, какие же гортензии мы сегодня с вами посмотрели. Это поможет, может быть, вам определить свой сорт, который вы не знали. Первая гортензия – это Skyfall. Вы ее точно узнали. Вот такие у нее белые распускаются красивые соцветия. Сам кустик небольшой, среднерослый. Этот сорт имеет золотую медаль. Красиво и в штамбовой форме у меня растет возле лавочки, и в кустовой форме. Был вопрос у меня, можно ли ее посадить в небольшую изгородь. Можно. Она довольно крепко держит свои побеги и не будет разваливаться вам. Если ее обрезать на 2 почки правильно, если не пускать свободное плавание. Постепенно соцветие ее салатовый, немножко розовинка, совсем немножко. Ну и по характеристикам заявлено, что она должна розоветь. У меня не сильно. Вот так она выглядела почти все лето, и буквально несколько дней, неделю где-то назад она наконец-то этот розовый оттенок свой приобрела. Этим сортом довольно крепкая, быстро нарастает, и, как я говорила, большие соцветия при небольшом размере куста. Но это штамп, не смотрите, штамп выгнан тут около метра, сама нога у этого штампа. Лист зеленый, крепкий, сорт хороший. Ну и эту гортензию вы точно отгадали. Это фантом. Огромные кусты с такими же огромными красивыми соцветиями. Соцветия могут достигать 60 сантиметров, конечно, при правильной агротехнике и поливе. У меня есть этот сорт гортензии и в штамбовой форме, на газоне и не на газоне, в разных местах, и в кустовой. Нравится мне в обоих случаях. Этот сорт распускается самым первым. Соцветия большие, немного рыхлые, распускаются белым. Потом постепенно меняют на вот такой мультиколорный цвет. И салатовый, и розовый. И смотрите, как красив он на газоне. Это съемка прошлого года. Вот этот кустик, ему 1 год от рождения, этому штамбику маленькому. И вот такие были у него 4 огромнейших мультиколорных соцветия. Сорт сам себя держит. Крепкие побеги, плотные. Вот у меня растет возле розочки Гёте этот сорт. Это кустовая форма. Немного ароматный из-за того, что есть и фертильные, и стерильные у него цветы. Занимает много места. Если решите его где-то солитером посадить, рассчитывайте на то, что 2,5 метра в радиусе точно ему оставляйте. Соцветия хорошо, вот так прямо руками трогаешь, они плотненькие, хорошие. Как я говорила, у меня вот этот куст растет без опоры, но на солнышке. Полив обязательно проложите. Нижние соцветия, видите, немножко покоричневели, уже подсохли. Ну, этот год такой аномальный был, поэтому не судите строго. Следующая гортензия, которую вы точно узнали, это гортензия Diamond Rouge. Открытие этого года для меня, потому что росла она у меня совершенно в другом месте. Вот такой маленький неприметный кустик, его задавили большие соседки, даже виден не был. Я пересадила его на солнышко, и он прямо по-другому расцвел.
кусты поделила. Тут 4 деленки, 4 кустика получилось у меня. Очень красиво меняет цвет его цветы. И фертильный, и стерильный. Много бабочек, потому что ароматно. Красиво во всех стадиях распуска, видите, и малиновые с белым, и просто белые, и такие пурпурно-винные у него соцветия. Красиво. Еще рядом у меня посажена лаванда, и когда он белый, красиво, лаванда цветет. И когда лаванда отцветает, она смотрится вместе с этой гортензией бордюром. Соцветий много, но они относительно небольшие. Но у меня, видите, там молоденькие кустики, поэтому, может быть, будут больше. До 35, до 40 заявлено у нее должны быть соцветия. У меня вот такие. По листу может тоже красная такая капочка быть по листикам, по зеленым. Это отличительный признак сорта. Вон там пчелка прилетела. Сегодня, буквально сегодня, вот это была съемка. Красивая гортензия. Ее можно посадить в качестве такого небольшого низкого бордюра. И довольно близко друг к другу кустики. Они, срастаясь, такую прямо шикарную изгородь создадут вам. Этим сортом довольно рекомендую, если у вас в саду мало места. Гортензия Diamond Rouge. Ну и 4-я гортензия, которую я вам предлагала опознать на сегодня. Это Vanilla Fraise. Вы даже сомневались, есть ли у меня в саду эти гортензии. Конечно, есть целых 9 штук. Это классический сорт. Известная, популярная и очень всем нравящаяся гортензия. Вот такие огромные у нее шапки. Моим гортензиям 4,5 года. Посажены одними из первых. Слегка розовеют ее шапки. Распускаются белыми, потом такие ванильные, а потом, как я вам показывала при определении, они становятся такого малинового, но немного как припыленного цвета. Не как у Фрейс Мельба яркие, а немножко пастельного оттенка. Я вам еще раз покажу. Гортензия рослая, но сама себя не держит. Ей нужна опора. У нее относительно мягкие стебли. Очень красиво, смотрите, с лилиями смотрится. Ну, на заднем плане тут Silver Dollar, а немножко правее 2 куста симметрично посажены гортензии Vanilla Fraise. У меня есть они в штамбовой форме, но обязательно нужна опора. Вон там, видите, вверху экрана сейчас постепенно камера двигается. После пинки-винки 2 штамба. Внизу ветви обрезаны как кустовой формой, а по центру 2 или 3 тут тоже ветви штамбом сформированы. И вот так она цветет буквально сегодня. Одна ветка розы Quadra Seasons к ней присоседилась. И вот такого цвета соцветия Vanilla Fraise на сегодня. Ну что, видео у меня получилось не сильно большое. Не стала загружать вас всеми сортами своих гортензий. Вот такая красота была совсем недавно. Воспоминания о лете, да? Думаю, сделаю еще одно видео, если вам понравилось, определять сорта гортензий, проверять себя. Или просто полюбоваться, как выглядел сад в середине и в конце лета с гортензиями. Задавайте вопросы, пишите в комментариях, какие любимые ваши сорта. И встретимся совсем скоро, через несколько дней.